Событие, которое устрашает новичков. КВК. Сегодня я вам расскажу все про это событие, дам полезные советы, а также свое мнение. Так что обязательно ставь под видео лайк. Поехали! Но давайте начнем со снов. Впервые это событие появляется на 80-й день и будет повторяться ежемесячно. Ежемесячно игра нам будет находить в качестве противника другое королевство, и мы будем сражаться в двух этапах. Но стоит понимать то, что баланс иногда страдает, вам выбирают слишком сложного противника, слишком легкого, бывает разное. Две фазы. Первая фаза это подготовительная, и длится она 5,5 дней. Каждый день мы будем выполнять какие-то задания, об этом я расскажу позже, дам важные советы. А позже, когда заканчивается 5-й день, начинается 6-й день, первую половину 6-го дня мы все еще выполняем задания 5-го дня, а уже потом начинается стадия битвы. И если вы проиграли, ваши противники придут и будут сражаться за ваш замок. Если же вы выиграли подготовительный этап, вы будете сражаться на территории сервера вашего противника за его королевство. Если вы выиграете 2 этапа, и подготовку, и битву за замок, то тогда один из ваших игроков, которого вы выберете, станет верховным королем 2 серверов. А это значит, то, что назначение увеличит свои бонусы с 10% до 15%, и наш король будет решать, назначать ли на позиции игроков противника. Такие вот плюсы есть от того, что вы победите. Ну и, конечно же, в тюрьмы будет сажать, если захочет, если там кто-то будет обзываться во время битвы и так далее. Из плюсов на самом деле все. Конечно же, есть минус, если мы проиграем, мы можем лишиться позиций, мы можем оказаться в тюрьме и так далее. Никто этого, конечно же, не хочет, поэтому все стараются победить. Но мне кажется, что переоценено само событие, и в нем не обязательно побеждать хотя бы в подготовительном этапе. Важно победить в битве. Если вы проиграли подготовительный этап, но победили в битве за собственный замок, повторюсь, если проиграете в подготовительном этапе, то, конечно же, сражение будет за замок, находящийся на вашем сервере. И если же вы его отбили, то у вас остается свой король. Да, он не верховный, но он король. У вашего врага остается их король, и все просто расходятся по своим серверам, по домам. Также мы можем получать здесь награды за личный рейтинг. В подготовительном этапе награды вот такие. В целом, хотя бы один раз стоит попасть в топ-20, чтобы чисто у вас было это здание. Конечно, его нельзя прокачать за общие фрагменты зданий острова, но тем не менее такое прикольное здание есть. Ну и, конечно, в каждом поколении будут разные герои. У нас в 4-м поколении это Алькар, 40 его фрагментов можно здесь получить. Я планирую в этот раз залететь в топ-20, пока ничего для этого не сделал, но в будущем будет. Что еще важно знать? Во время стадии битвы нам можно получать очки, только если мы атакуем игроков, чей уровень центрального здания максимум на 3 ниже, чем наш. Если у вас True Gold 3, то у противника должно быть центральное здание минимум 30 уровня. Если ниже 30, то в стадии битвы мы не будем получать за него очки, за победу над его войсками. Это все нужно учитывать. Ну а теперь перейдем к подготовительному этапу, и я вам расскажу, как здесь вообще получать очки, все переведу на русский язык и дам очень важные советы. Играешь в Kingshot и до сих пор не знаешь, как и где задонатить? Остаешься слабейшим в своем альянсе? FrostPay – самые выгодные цены и частые розыгрыши. Переходи по ссылке в описании и становись сильнее. Ну а теперь давайте пройдемся по советам по КВК, по каждому дню, что стоит предпринять до КВК и так далее. Лично я, как вы поняли, эгоистичный игрок и не особо помогаю команде. Ну, я такой. А если вы заточены на победу королевства, заточены на победу команды, то вот что стоит делать. Нам начинают поиск противника в субботу. В воскресенье мы уже знаем, кто наш противник, и с понедельника начинается подготовительная фаза. Длится она вплоть до утра субботы. Во-первых, мы должны улучшать свой
аккаунт только во время КВК. Если мы не улучшаем свой аккаунт до КВК, то все игроки, если так делают, то наше королевство становится слабым, и нам находит слабого противника. Но на самом деле мы не слабые, просто держим все у нас в рюкзаке и тратим это все во время КВК. Становимся сильнее, чем наш противник, если он в этом плане менее дисциплинирован, и побеждаем таким образом. Что стоит сделать в воскресенье? В воскресенье вы знаете, что наши разведывательные миссии здесь появляются сначала в 00 UTS, потом в 8 UTS, а также в 16 UTS. В воскресенье миссии, что появляются в 00 UTS, можно спокойно выполнять, получать награды, а вот те миссии, которые мы получаем в 8 UTS или UTC, не знаю, напишите, как правильно в комментариях, их стоит выполнить позже. Вы знаете, что срок действия этих миссий 15 часов, так что вы можете выполнить эти миссии вплоть до, если я правильно посчитал, до 23 UTS. Главное, не забудьте и выполните их. Но не собирайте. Вы эти миссии соберете после резета. У вас появятся миссии, которые должны были появиться в 16 UTS. Их тоже выполняйте, собирайте. А после этого только вам дадут миссии, которые появляются после резета в 00 UTS. Выполните миссии разведки. Это немало так очков, скажу я вам, если каждый игрок вашего альянса, вашего королевства выполнит нужные требования. Поэтому не забывайте делиться моим видео со своим альянсом, со своим королевством, так как теперь у нас есть автодубляж, и ваши игроки смогут меня понять, если они знают английский язык. Так что буду вам очень признателен, если вы это сделаете, поставите лайк и подпишитесь на канал. А если у нас уже есть иностранцы, которые смотрят мой канал, обязательно напишите об этом в комментариях. Что насчет нашего True Gold? Конечно же, перед тем, как улучшаться, не забывайте включать навык питомца, не забывайте включать навык с двойным ускорением времени, а также постарайтесь взять вот здесь вот назначение на место шеф-министр. Если вы являетесь R4, R5, то стоит создать Google форму, которую игроки будут заполнять. Будут заполнять Google форму, писать, сколько у них есть True Gold, сколько у них есть ускорений, ресурсов. И исходя из этого количества вы будете решать, кому давать назначение, будете говорить, какие есть временные рамки, какие места свободны и так далее. Но это уже прям для профессионалов. Если что, Whiteout Survival мы именно так и делаем. Второй день события. Обычно король своего королевства использует навык для ускорения строительства для всего королевства в первый день. Поэтому True Gold стараемся тратить именно в первый день. Но если у вас останется какой-то True Gold, то почему бы не использовать его на второй день? Также мы можем сделать это на пятый день, если что. А вот ускорение нашей академии, ускорение наших исследований и общее ускорение, если у вас уже центральное здание выше 30-го, стоит использовать на второй день все наши общие ускорения сюда. Вообще старайтесь все общие ускорения именно сюда откладывать, так как, конечно, за тренировку войск мы получаем хорошее количество очков, мы получаем больше силы за это, но наши проценты не растут. Нам надо улучшать свою статистику в ПВП. Нам нужно улучшать наши показатели именно в процентах. Сейчас покажу, как это посмотреть. Вот, здесь наши проценты. Да, даже лучше, наверное, именно в Академии показать, что мы здесь получаем. Когда-нибудь я выложу видео по поводу того, что здесь надо в приоритете качать, улучшать. Но, тем не менее, все это намного важнее, чем количество войск. Также на второй день у нас есть такая возможность получить очки за сбор ресурсов. И это тоже надо делать правильно. В первый день события, последние 6-7 часов отправляйте все свои 5-6 маршей на сбор ресурсов. Наступает второй день, ваши войска возвращаются, тем самым вы сразу же получаете нужное количество очков и вообще немалое количество очков. Старайтесь на протяжении второго дня постоянно отправлять свои войска на сбор ресурсов. А также у нас есть навык питомца,
Вот этот навык, третий, он нам помогает собрать моментально ресурсы с точки сбора ресурсов. Также у нас есть колесо фортуны. Вот оно. Здесь мы всегда стараемся доходить до 120, минимум до 70. Это прям для фри-то-плееров, у которых проблемы с алмазами. Но я вам советую до 120. Событие длится 3 дня. За эти 3 дня надо дойти до 120. Важно учесть, что на 4-й день, сегодня, это событие до сих пор доступно, но здесь нету очков за это событие. В то время как в 3-й день и во 2-й день мы можем получить очки за рулетку. А здесь во время 3-го дня мы можем улучшить питомцев, улучшить талисманы, опять-таки покрутить рулетку, улучшить наших героев с помощью фрагментов и опять же миссии разведки. Все то же самое, что и в 1-й день можете сделать во время 2-го дня и на 3-й день получить хорошее количество очков с миссией разведки. 4-й день события. Последний день, когда мы получаем очки за улучшение наших талисманов. Но как это работает? Ты видишь то, что написано 70 очков получаем за это и маленький восклицательный знак. Нажми на него, и ты увидишь то, что, допустим, с 4 на 5 уровень улучшения нам дает 11 250 очков. Умножай это число на 70. Выходит, с одного талисмана, который мы улучшаем с 4 на 5 уровень, мы получаем около 800 тысяч очков. Так это работает не только с талисманами, но и с питомцами, а также со снаряжением губернатора. В 4-й день мы улучшаем талисманы, так как это последний день. Оставляем молотки, виджеты и мифрил на 5-й день. Собираем ресурсы и, конечно же, тренировка войск. Тренировка войск дает очень хорошее количество очков. Здесь у меня есть 2 совета для тебя. Во-первых, во время 2-го дня используй, здесь у нас есть баф на вместимость наших тренировочных лагерей. Используешь его в конец 2-го дня, твои войска будут тренироваться и 3-й день, и на 4-й день они уже будут готовы, ты получишь сразу большое количество очков. В 2 или в 3 раза больше, чем за обычную тренировку без бафа. А также очень классный такой есть лайфхак. До КВК улучшай, тренируй только войска 9-го тира, Т9. Смотри, объясню почему. Сейчас я поставил 1067 войск. Они у меня будут тренироваться 12 часов 37 минут. Если мы их улучшим, то мы получим... Давай посмотрим, сколько очков. Мы получили 64 тысячи очков. А теперь ставим наши войска Т9 перетренироваться на 10-й тир. Тратим такое же количество ускорений, но большее количество ресурсов, конечно же, потому что 7000 получаем войск, а там 1067. Как ты видишь, мы получили на какое-то количество больше. Можешь перемотать, посмотреть. Но, насколько я помню, на 112 тысяч. 112 тысяч мы получили, это на 36 или на 35 тысяч больше. Вроде около того. Тем не менее, ты понял, как это работает. Вот, можешь пользоваться. На 5-й день ничего нового. Мы стараемся повторять все предыдущие советы, а также тратим все, что у нас есть, если хотим победы нашему королевству. Но стоит понимать то, что тратить зря свои предметы не стоит. Как ты видишь, мы на 3% опережаем нашего противника. Нам просто стоит удерживать данный темп и не пытаться прыгнуть выше головы, не стоит делать 70 на 30. Это зря потраченные ресурсы, их лучше оставить на следующий КВК. Я считаю именно так. Если же вы сильно проигрываете, то и тогда стоит останавливаться, потому что если ваш противник сделал в 1-й день на 20-30% больше, чем вы, во 2-й день на 20, 30, 15% больше, чем вы, то уже можно сдаваться и отправлять все свои предметы на следующий КВК, подготовиться получше к следующему КВК. В заключение скажу. Событие прикольное, масштабное, делает нас сплоченнее. Я думаю, то, что каждый сталкивался с тем, что наше королевство вплоть до 80-го дня постоянно
враждуют, создают драмы какие-то, споры и так далее. Так вот, КВК– это повод стать сплоченной командой, держать курс на победу общую и так далее. В этом плане событие классное. Но минусы от проигрыша невелики, плюсы от проигрыша тоже не особо какие-то существенные, поэтому тратить сюда все свои ресурсы и не попасть в топ даже 20 или там в топ 10 неприятно. Мы можем за такое же количество ресурсов попасть в событие Strongest Governor в топ-1, топ-2, топ-3, скажем так. Или же в двухдневных событиях забрать 50 тысяч алмазов. Зависит от того, что ты хочешь. Прокачивать свой аккаунт или же вот так вот наслаждаться тем, что твой альянс, твой сервер побеждает. Конечно, я тоже хочу, чтобы мой сервер побеждал, но я планирую менять сервер, прыгать постоянно вперед, вплоть до драконьего тирана. И во время драконьего тирана уже найти сильное королевство, помогать ему побеждать во всех событиях и участвовать хорошо в драконьем тиране. У меня такие мысли. По поводу стадии битвы я сниму отдельное видео, как я сражаюсь. Во время стадии битвы мы можем перейти на сторону противника. Противник может перейти на нашу сторону. Но через 12 часов к следующему дню уже эта возможность теряется. Больше не сможет никто перейти в разные друг другу королевства. Никто не сможет остаться в вашем королевстве. И если вы потеряете войска, вас будут сжигать, то не волнуйтесь. 90% войск, которые вы потеряли во время битвы КВК, вы сможете вернуть. А еще очень важно то, что нужно надевать щит. Щит надевается здесь. Вот он. Перед тем, как начнется стадия битвы, постарайтесь включить щит, иначе другие игроки придут и сожгут вас. Это неприятно, но 90%, как я и сказал, вы сможете вернуть. Но я считаю, что лучше этого не допускать, потому что это ослабляет ваше королевство перед битвой за замок. Перед битвой за замок, перед тем, как начнется стадия битвы, включайте щит. После битвы за замок, если вы сражались усердно, устали, возвращайтесь на свое место около ловушки медвежьей, включайте щит. Это лучший способ избавиться от лишних потерь войск. А на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Обязательно подписывайся на канал, а также подписывайся по ссылке в описании на телеграм-канал. У нас там есть очень много интересного. Наш чат с классными ребятами, крутыми игроками, китами и так далее. Все самое интересное, все самое нужное, если что-то надо спросить, ты найдешь там. Всем спасибо за просмотр, всем пока!